Дорогие друзья, приглашаю сегодня вас связать нежнейший цветочек. Авторская разработка. Вяжем с бисером. Перед началом работы я бисер нанизываю на рабочую нить. Вот хорошо видно. Бисер у меня крупный, неровный, изнутри прокрашен золотом. Крючок 1,4. Пряжа у меня стопроцентный мерсеризованный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Начинаем выполнение 7 воздушных петель, замкнутых кольцом. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. Мое колечко готово, и я могу приступить к выполнению первого ряда. Я выполняю 2 воздушные петелечки, хорошо подтягиваю, и теперь в колечко буду провязывать полустолбики с бисером. Я выполняю накид на крючок с бисеринкой вот таким образом, ввожу крючок в колечко и выполняю полустолбик. И считаем 1, 2, 3. При этом, вот смотрите, я остаток нити обязательно ввязываю в само колечко. 4. 5 и так далее, пока наших полустолбиков не будет 12. Я выполнила 12 полустолбиков колечка. Далее очень внимательно я пропускаю воздушные и ввожу крючок в вершинку моего полустолбика. Вот таким образом. Выполняю соединительную и при этом хорошо подтягиваю. Мой первый круговой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению второго ряда. Для этого я выполняю воздушную. И в эту же вершинку я провязываю очень внимательно 2 столбика без накида. 1, 2. Выполнили. Далее в следующую вершинку я провязываю столбик без накида. И подтягиваю бисеринки. Отсчитываю 6 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я отсчитала 6 бисеринок. Далее очень внимательно смотрите, я вытягиваю петлю, захватываю нить за бисеринками и протягиваю. Далее вот таким образом хорошо подтягиваю. И вот такое как бы пико делаю, да, из нашего бисера. Хорошо подтягиваю, аккуратненько. У нас вот так красиво с вами получается. Далее, смотрите, очень внимательно я ввожу крючок в вершинку столбика и боковую нить. Захватываю и формирую рабочую петлю. Далее ввожу крючок в вершинку следующего столбика и выполняю 2 столбика без накида. 1, 2. Далее столбик без накида в следующую вершинку с пикой из бисера. То есть мы с вами будем чередовать 2 столбика с общим основанием и далее столбик с пикой из бисера. 3 и 3, да, всего, напоминаю, 6 бисеринок нам нужно. Вытянули и провязали. Хорошо подтянули. Пико готово. Видите, очень просто, несложно. Далее ввожу крючок в вершинку и боковую нить. Формирую рабочую петлю. 2 столбика без накида в следующую вершинку. 1, 2. Далее столбик без накида и опять наши 6 бисеринок.
Раз, два, три, 4, 5, 6. Захватываем за нитью, за бисеринками точнее, нить, и подтягиваем. И еще раз повторяем, ввожу крючок, формирую петлю и выполняю. Раз, два. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Всего у нас вот таких пико из бисера должно получиться 6. Я выполнила все 6 пико с бисера. И теперь завершаю выполнение. Я формирую петлю, как мы с вами это делали ранее. Очень внимательно пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика и выполняю соединительную. При этом хорошо подтягиваю. Мой второй круговой ряд завершен. И я могу приступить к выполнению третьего ряда. Очень внимательно я выполняю соединительную в следующую вершинку. Аккуратненько подтягиваю. Выполняю воздушную, тоже подтягиваю. И в эту же вершинку выполняю столбик без накида. Далее очень просто. Я выполняю арочку из 3 воздушных. И смотрите, вот у меня 6 бисеринок. Я оставляю с одной стороны 3, с другой стороны 3 бисеринки. И под нить выполняю столбик без накида. Далее 1, 2, 3, арочка из 3. И вот наши 2 столбика, помните, которые мы с вами провязывали между пико. Я выполняю 1 столбик без накида и 2 столбик без накида в следующую вершинку. Вот таким образом. Далее опять арочка из 3. 1, 2, 3. Провязываем столбик без накида. 1, 2, 3. И в первую вершинку столбик без накида. И во вторую. И далее опять 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. И наши вершинки. Первый столбик без накида. И второй. Все очень просто. Вот такие мы с вами формируем лепесточки. Потом поправим все. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. То есть выполняем вот такие арочки. Мы с вами завершаем выполнение последнего лепесточка. Я выполнила арочку из 3 воздушных. И смотрите, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, куда провязывала соединительную. Выполняю столбик без накида. И вот мой второй столбик без накида. Я пропускаю воздушную очень внимательно. Ввожу крючок в вершинку столбика и выполняю соединительную. Подтягиваю хорошо. Все мои лепесточки готовы. Это я завершила выполнение третьего ряда и могу приступить к выполнению последнего 4-го ряда. Мы с вами будем обвязывать наши лепесточки. Я выполняю воздушную. Далее под арочку я выполняю, считаем, 1, 2, 3 столбика без накида. Далее очень внимательно. Я выполняю 2 полустолбика. 1, 2 под эту же арочку. Далее накид на крючок. И теперь я ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Выполняю первый столбик с накидом. И над вторым столбиком с накидом я буду выполнять пико из бисера.
Прием мы используем точно такой, как мы выполняли в наших лепесточках. Я подтягиваю бисериночки. Всего мне нужно 3 бисеринки. Я вытягиваю петлю. Захватываю нить за бисеринками и протягиваю бисер в мою петлю. И затягиваю. Ну, то есть точно так же, как мы выполняли с нашими лепесточками. Сформировали пико. Далее я ввожу крючок в вершинку столбика и захватываю еще боковую нить. И формирую рабочую петлю. Накид на крючок, ввожу крючок в эту же вершинку и выполняю столбик с накидом. Далее подарочку провязываю все точно так же, как и с этой стороны. То есть 2 полустолбика. 1, 2 и 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Выполнили. Мой лепесток готов. И вот я поправляю, смотрим, что у нас получилось. Очень нежно, красиво и аккуратненько получилось. Так мы будем с вами выполнять все наши лепесточки. Я начну выполнение второго лепестка, вы далее продолжите самостоятельно. 1, 2, 3, 2 полустолбика. 1, 2, накид и 2 столбика с накидом в вершинку нашего столбика. 1, 2. Над этим столбиком мы с вами будем выполнять пико. Я подтягиваю 3 бисериночки. Захватываю нить за бисеринками. Формирую пико. Хорошо подтягиваю аккуратненько. Мое пико готово. И теперь я формирую рабочую петлю, захватываю 2 нити, столбик с накидом выполняем. И далее завершаем выполнение нашего лепестка. 1, 2, 1, 2, 3. Наш лепесток готов. Я обвязала 2 лепесточка. Мы аккуратненько поправляем. Вот такая красота у нас получается. Далее вы будете выполнять все точно так же. Завершу выполнение я вместе с вами. Мы с вами выполнили все 6 лепесточков. И завершаем выполнение нашего последнего кругового 4-го ряда. Я пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, выполняю соединительную, хорошо подтягиваю, нить я обрезаю, при этом выполняю воздушную. И хорошо-хорошо подтягиваю. Ниточки по изнаночной стороне я убираю вдоль полотна, в центр при желании. Можно подшить бусинку. И после того, как уберем ниточки, давайте посмотрим еще раз, что у нас получилось. Сегодня мы с вами научились вязать вот такой потрясающий нежный цветочек. Моя авторская разработочка. Вяжется очень просто. И можно декорировать буквально любое изделие. Конечно же, вы можете выполнить такой цветочек буквально из пряжи любого цвета. Можно взять бисер любого цвета. Я повторюсь, бисер я использую крупный. Видите, да? Вот такая красота у вас получится. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч и творческих вам успехов!